Друзья, привет всем, кто изучает русский язык по коротким рассказам на канале Русториес. Сегодняшний рассказ о занятиях йогой. Итак, поехали. С детства я был очень тревожным человеком. Я тревожился из-за оценок в школе, из-за хулиганов на улице и из-за прыщей на моем лице. Потом я вырос, но продолжил жить в постоянной тревоге. На этот раз меня беспокоили экзамены в университете, глобальное потепление и тот факт, что меня не любили девушки. Однажды по телевизору я увидел рекламу студии йоги. Там парень, очень похожий на меня, сидел в окружении белокурых девушек и улыбался. «Приходите к нам, и мы научим вас медитировать», — говорила реклама. В те времена йога только начинала быть популярной. Было всего 3-5 учителей на весь наш город. А йога-студия, которую рекламировали, была вообще одна. Я закрыл глаза и представил себя на месте парня из рекламы. Белокурые девушки улыбались мне, а я сидел спокойно и гордо, как молодой Будда, когда он еще был принцем и главным мажором в своем королевстве. Одним словом, я решил сходить на занятия. Я представлял, что я приду, мы удобно сядем и начнем медитировать. Но, как это часто бывает, что-то пошло не так. Началось все с легкой разминки, а потом начался настоящий ад. До этого я думал, что был неплохо развит физически. Я много занимался на турниках и много ходил. Но уже после 5 минут занятий с меня градом тек пот, и мне хотелось тихонько уползти куда-нибудь в угол. Или вообще смыться с занятия. Но вокруг было много красивых и подтянутых девушек. И мне было стыдно сдаться так быстро. Что я, хуже их, что ли? Но на самом деле я выглядел ужасно. Я не мог дотянуться кончиками пальцев до пола, а остальные свободно ладонями доставали до пола. Гибкость – это вообще не мое. Потом мы стали пробовать разные позы, или, как их называют, асаны. Встанешь во что-нибудь крайне неудобное, и даже если вначале вроде нетрудно стоять, то после нескольких циклов дыхания начинается жесть. Только потом я понял, что не стоит завидовать тем, кому асаны даются легко. Основной принцип не в том, чтобы сделать асану правильно и легко, а в том, чтобы добиться вот этого напряжения в теле. И у новичков это получается проще всего. На часы я смотрел, наверное, каждую минуту и ждал, когда же эта пытка закончится. Но йога длилась больше 2 часов. В конце занятия мы легли в позу расслабления, и меня просто вырубило. Никаких мыслей,
только полный релакс и какое-то измененное состояние сознания. После расслабления я встал с очень ясной головой, а главное, никакой усталости в теле не было. Были очень необычные специфические ощущения. Все тело радуется и поет. Дышится как-то очень легко и свободно. И даже просто дышать приятно. Тогда я понял, надо ходить. Но на следующий день у меня болело все. Больше всего пострадали связки ног. Но зато пропала тревога. Я уже не переживал ни о судьбе тропических лесов, ни о пингвинах, страдающих от глобального потепления. Боль в теле заглушала любые посторонние эмоции. Вот так я нашел новое увлечение. Впоследствии я много занимался йогой, потом бросал и делал перерывы, но рано или поздно возвращался снова. Йога, только настоящая, например, аштанга-виньяса, дает потрясающее количество сил и энергии и ясность ума. Но на многое начинаешь смотреть спокойно и как бы со стороны. Одним словом, если вас что-то постоянно беспокоит, и вы из-за этого плохо спите, плохо едите и плохо живете, идите на йогу. Ваша жизнь наверняка поменяется. Друзья, вот такой совет в нашем сегодняшнем рассказе. А у меня на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, учите русский вместе с нами. Огромной вам удачи и пока!